Здравствуйте, друзья! Пришло время продолжить рубрику по часовой тематике. Я в свое время обещал, что я сниму обзоры на все свои часы. Сегодня будет обзор на часы Orient. Даже не столько обзор, сколько беседа об этом бренде. Это часы, которые были куплены в далеком 92-м или 93-м году, я уже точно не могу вам сказать. Им более 26 лет, уже четверть века прошло. Они до сих пор прекрасно работают, точно ходят. Ну, точно имеется в виду где-то за неделю они могут убежать на 1 минуту. Это для механики очень точный результат. Все механические часы именно так и ходят. Часы эти были привезены в свое время из Японии нашими моряками. В 90-е годы хлынул буквально поток этих часов в Россию. Они были очень симпатичными по сравнению с часами, которые продавались в СССР. Были у них красивые очень циферблаты, радовали глаза. И поэтому еще тогда практически советский народ бросился покупать эти часы. Ну, действительно, ни в какое сравнение с нашими часами именно по внешности они не шли. Ну и, как позже выяснилось, у этих часов оказались отменные механизмы. Они были с автоподзаводом, что в то время тоже была редкость. Советские часы надо было заводить, либо появлялись кварцевые часы, которые работали от батареек. Вот, Orient же, они с автоподзаводом, их заводить не надо было. Но никто не ожидал, что они у многих людей до сих пор работают, служат более 25 лет. У меня, у нескольких знакомых такие часы. Но не именно эти, конечно, такого вот цвета. Там у кого-то зелененький, у кого-то коричневый, немного другого форм-фактора. Но механизм у всех одинаковый. Оказалось, ну просто, не знаю, на мой взгляд, обалденное качество данного механизма для Orient. Вот так вот выглядят с обратной стороны часики, задняя крышка их. В принципе, крышка задняя завинчивается. Часы защищены от влаги. Уровень защиты я вам не могу сказать. Скорее всего, они просто защищены от дождя. Купаться в них не стоит. Но в то же время их можно положить, допустим, в ведро с водой. И с ним ничего не сделается. До сих пор причем. Часы никогда не были в ремонте. Никогда не сдавались ни на какой репассаж. Вот. Носить я их перестал примерно года 2 назад, когда купил себе новые часы уже. И то потому, что они вот по граням стали желтеть. То есть уже сходит эмаль. Видите, и я так понимаю, что вот этот вот безель латунный, скорее всего, он начал желтеть, уже не так красиво стало. Ну и вообще эти часы я покупал еще, можно сказать, ну не то что подростком, но мне было лет 18, наверное, когда я их купил. У меня и руки тогда были более тонкие, и часы эти тогда казались очень элегантными. И сейчас уже на моем запястье нужны часы побольше. По поводу браслета тоже. Браслет здесь не литой, это штамповка, но тем не менее браслет тоже никогда не рвался. Это все родное. Не облез, ну, в принципе, нержавейкой, чему тут облизать. Его можно регулировать было, ну, лишние звенья снять, а потом вот с помощью этой системы браслета шпильку переставлять. Она как у часов шпилька, нажимается на кончики и переставляется, регулируя размер запястья. Чуть увеличить, чуть уменьшить, можно подогнать браслет ровно по размеру. Это очень здорово. На часах этих присутствует, естественно, индикация времени, а также показывает день недели, либо на английском, либо на японском языке. Ну, естественно, у меня выставлен на английский язык. И текущая дата. Естественно, здесь дата 31 день. Когда в месяце дней меньше, надо дату переставлять. Переводится все очень просто. Вытаскиваете головку на один щелчок и переводите число. На 2 щелчка вытаскиваете головку. Переводите время. Вот. С помощью этой кнопки переводится день недели.
Вот, надо посильнее нажать, конечно. Часы уже старенькие, но тем не менее, вот, она разработалась. Ну, поскольку 1,5 года эти часы пролежали, я их не носил. При этом говорят, что когда часы лежат, у них там смазка какая-то застывает. Я не знаю, как там в швейцарских часах, в элитных, но вот в Ориенте. Вот я их только в руку взял, они уже пошли, я еще время не выставлял. Просто взял, и они пошли. То есть никакая смазка здесь не застыла. И ходить они будут прекрасно. Завода хватает где-то на 30 часов. Вообще, блин, вот мои любимые часы. Я считаю, что Orient, та фирма, никакой с ним там Casio, Seiko не сравнится. Никакие швейцарские часы, да, они дороже. Да, они там из драгметаллов некоторые делаются. А Seiko, оно там позиционирует себя как самый дорогой механизм. Но, ребят, вот у кого есть эти часы, вот этого вот бренда, ни хрена им не делается. Даже они не намагнитились за столько лет. Ну, у них, конечно, крышка железная, не прозрачная, как на современных делают. Это тоже защита от магнита идет своего рода. Но тем не менее. Вот так вот данные часики смотрятся на моем запястье. То есть, ну, как сказать, они уже, я вам так скажу, достаточно маленькие стали для взрослого мужика, конечно. Ну, пока я был молодой, они были такие аккуратненькие. Мне очень нравились. Сейчас я уже ношу часы более большого размера. Не намного, но побольше все-таки. Вот, сейчас уже не модно такие, скажем так. Не то что миниатюрные, но аккуратненькие часики. Сам браслет здесь открывается просто. Вот так вот сюда отводите. Здесь пружинка. Ничего не нажимается, как на современных часах. Такого еще не было. Просто вот так вот открывается. Но при этом, ребят, сам он никогда у меня не открывался под одеждой. Все четко, все надежно. Это через 20 с лишним лет. То есть носил я их ежедневно на протяжении... Ну ладно, пусть на протяжении 25 лет я их вообще с руки никогда не снимал. Ну, кроме, когда там купаться ходил, когда дрова рубил, когда делал какие-то физические упражнения, ну, по груши, когда колотил, естественно, там в свое время спортом занимался, то любую механику вы стряхнете, этого нельзя делать в часах. Но, тем не менее, в остальное время они у меня были постоянно на руке. Ну, на ночь еще я их снимал, не любил я спать в часах, и сейчас не люблю. Так все, утро начинается, часы на руке. Ну, тем более они с автоподзаводом, их сам Бог велел постоянно таскать. Вот. Вечер наступил, уже спать ложишься, снимаешь, все, кладешь их на полочку. Вот. Самый большой недостаток, пожалуй, что эти часы, эти механизмы ориентовские, не заводились вручную. То есть, если вы будете крутить головку, это вообще ничего не даст, когда она вот защелкнута. Заводятся они только вот таким вот путем, ребята. То есть, если вы вот сейчас вот я их подержал в руке, они сразу пошли, но я их сейчас сниму, допустим, и через, ну пусть через час они все равно остановятся, ходить перестанут. Завести я их не смогу никак. Заводятся только на руке. Вот это единственный недостаток этих часов. Вот когда пружина пустая, долго не заводилась, вот я прям чувствую, что там внутри ротор крутится очень хорошо, быстро набирает обороты. Когда пружина подзаведется, это не будет чувствоваться, не будет этого слышно. Но это, опять же, их надо потаскать немножко. Вот. Именно эти часы, они необычные за счет вот этих вот граней. Я больше таких не видел, честно скажу. Покупались они в ларьке, типа «Союз печати». В то время в ларьках моряки привозили, отдавали технику на реализацию, технику, часики, всякие вот такие вот предметы. Когда они хлынули в бывший Советский Союз в 90-х годах, вот, не ожидал, что они столько лет проходят. И, кстати, по цене Orient, весьма демократичная фирма, она не задирает цену, очень хорошее качество, но при этом она эти часы могла свободно бы продавать, как та же Casio, скажем, там, ну не знаю, да, тысяч за 50 бы их легко бы покупали, и ценились бы они даже больше, или сделать дороже, чем Seiko, но Orient не идет таким путем. Они считают, что часы должны быть доступны. Orient переводится как «Восток» с японского языка. Сейчас еще много кварцевых ориентов появилось. По поводу стекла. Стекла на Ориенте обычно, поскольку это часы считаются для народа, бюджетные,
Они очень красивые часы, но тем не менее это для такого простого среднего класса часы. Стекла у них написано Crystal Glass. Это обычное минеральное стекло. Ну, можно сказать, что наподобие хрусталя. Оно особой твердости. Оно не совсем как оконное. Его поцарапать сложно. Царапается оно камнями обычно. Вот. А отверткой можно по нему поскребсти. Не факт, что вы отверткой сможете поцарапать данное стекло, но от камней, от песка оно царапается. При этом, вот, ребята, за 26 лет, но я знаю, где здесь есть одна царапина. В свое время штукатурку задел, и то очень маленькая. Вот я вам даже ее показывать не буду. Так вы вряд ли увидите, что это стекло вообще царапанное где-то. Такой вот часовой бренд. О самом механизме я не могу более подробно вам рассказать. Но я думаю, в интернете информацию можете найти. Это японский механизм Ориента. Знаю только, что он производился с 70-х годов и по 2000-е годы. Вот это вот тех времен все часы покупали в 90-х, в начало и конца 90-х, в основном 80-х. И они у народа до сих пор ходят. В 2000-х произошло изменение в механизме, туда добавили возможность завода. Они стали заводиться уже вручную. Я не знаю, хуже стал от этого механизм или такой же надежный, но тем не менее с 2000 года там уже пошел другой механизм в часах Ориент с автоподзаводом. Не помню, говорил, нет, хватает где-то на 30 часов этого подзавода, то есть больше суток они могут пролежать, чуть-чуть больше, потом останавливаются. Это если вы на выходные там на субботу сняли, куда-то уехали, забыли часы одеть или специально не взяли, там на пляж купаться поехали, то сутки где-то они еще проходят. Потом надо будет ставить их заново, устанавливать время. Вот. На этом обзор по часам Ориент я заканчиваю. Я еще хотел взять у друзей часы для сравнения, показать там, ну, просто тоже с автоподзаводом, но с другими циферблатами. А потом подумал, ну а смысл, все вы прекрасно знаете, как часы Ориент выглядят. Я лучше сейчас с интернета пару картиночек еще вставлю, ну, чтобы вспомнить те времена Ориент 90-х годов. И все на этом. Спасибо, кто досмотрел до конца. Если кому было интересно, ставьте лайки, пишите свое мнение. Вот. Следующий обзор на часы будет где-то через месяц. Вот. Это не буду чистить. Даже не знаю, либо на Tissot, либо на Casio сделаю обзорчик. Все, всем пока. До новых встреч.